Добрый день, дорогие овны! Это расклад для вас на октябрь 2022 года. Что ждет всех овнов в октябре? Вы можете смотреть этот расклад и для тех людей, у кого не только Солнце в знаке Овен, но еще и Луна, а также стелиум планет в Овне. Итак, я достаю 6 карт, что означает 6 осей зодиакального астрологического круга и затрагивает все сферы жизни человека. Итак, давайте посмотрим. Первая карта. Эта карта может говорить о том, что Овнов потянет к чему-то новому. Особенно это влияние может быть в отношениях с вашими партнерами, как по работе, так и с личными партнерами. Может быть, вам наскучило что-то, а такое очень может быть в октябре, потому что у нас будет ретро-Марс. И вы будете, кто-то будет думать, что как было раньше хорошо, и, может быть, стоит к этому вернуться. Кто-то просто почувствует какую-то тягу к новым берегам. И даже здесь может быть такой момент, что вы захотите оставить зону вашего комфорта, в том плане, что, например, у вас есть отношения, где все хорошо, в финансовом плане, в плане общения и так далее, но вы почему-то, несмотря на это, даже это как бы вас не будет держать, вы как бы, у вас может быть такой душевный порыв, как вот этот Марс, Водолей, да, это может быть какой-то душевный порыв, и вы захотите попробовать что-то новое. Ну вот давайте посмотрим, что здесь может быть, и стоит ли вам этим заниматься, или порыв так и останется порывом, а на деле, может быть, это и не будет так работать. Кстати, по этой карте вот еще могу сказать, что большая вероятность того, что вы встретите каких-то бывших людей, ну, для кого-то там бывших партнеров, бывших просто друзей, соседей, снова встретитесь с теми людьми, которых вы знали раньше. Тоже это очень вероятно здесь. Второй сектор. Но я не вижу, что вы будете волноваться насчет денег. Такое впечатление, что у вас было до этого какая-то борьба, какие-то обстоятельства, когда вы прямо очень активно занимались, может быть, заработками, может быть, поиском новой работы или что-то такое. Сейчас в октябре вы почувствуете какой-то определенный покой, но если вы даже не нашли работу, все равно такое впечатление, что вас не будет очень сильно это волновать, вы как будто решите взять паузу, но для кого-то это будут просто обычные рабочие будни. И в финансовом плане тоже, если у вас были какие-то ссоры из-за денег или что-то такое, вы как-то, не знаю, может быть, поймете, что деньги не так важны, или в данный момент что-то такое поменяется в вашей ситуации, что вы просто не захотите больше воевать, там, добиваться чего-то, вот чрезмерно активно работать, может быть, у вас будет такое размеренное состояние, но деньги при этом будут, потому что эта карта не указывает на какие-то, как правильно это сказать, уменьшение, что ли, финансов, да, это просто какая-то пауза, наверное, вот так я могу сказать. Но для кого-то, кстати, это может быть и уход с работы, может быть уход на пенсию, или просто вообще вы почувствуете в октябре, что вам тяжело, что эта работа слишком активна, да, слишком много энергии у вас занимает, и вы либо будете искать другую, либо просто, может быть, в отпуск идете, может быть, ну, просто как-то вот что-то замедлится у вас в работе, вы захотите более спокойного отношения и с финансами, и вашей деятельности. Но здесь про работу мы еще поговорим, у нас есть еще 10-й, 4-й сектор, который мы еще не открывали. Я смотрю, что вы так очень овны по-овновски будете общаться с другими людьми, можете проявлять свои отрицательные качества, такие как обидчивость, чрезмерная раздражительность, непринимание критики в свой адрес. Особенно у вас могут быть ссоры внутри семьи с вашими братьями, сестрами, либо какие-то такие моменты напряженные. Ну и, конечно, вам тогда нужно обратить на это внимание, чтобы конфликт не разгорелся, да. Вам нужно в первую очередь искать причины в себе, что если что-то там идет не так, и люди, может быть, не понимают вас, ну, вам кажется, да, что они вас не понимают, стоит прислушаться к критике со стороны других людей. И стоит обратить внимание на поездки на автомобиле или других видах транспорта, потому что они тоже могут как-то вас особо раздражать. Может, ну, большая вероятность каких-то аварий. Может быть, вы сдаете на права и
будете пересдавать какие-то экзамены или, например, снова вам нужно какие-то вот документы восстанавливать, тоже все может проходить несколько нервозно. Может быть, вы долго ждете какую-то справку, обращаетесь в какие-то инстанции, и вас удивляет то время, которое вам дают, да, для того, чтобы ждать, например. Но вот что-то такое. Здесь будьте очень близко к сердцу принимать какие-то ситуации, нервничать. У многих овнов может быть разлад в отношении с вашими партнерами по браку, а также с партнерами на работе. Вот опять повторяется, да, эта карта, да еще плюс, если мы вот эту возьмем карту, где вы такие по-детски реагируете на ситуации, не мудро. Вот. Лучше бы вам, конечно, быть не вот этим мальчиком, а вот этой женщиной, которая не бежит вслед к убегающему ребенку, который капризничает, да, она, как бы сказать, понимает его капризы и все равно, несмотря на это, любит его и так по-матерински как бы даже не осуждает, да, даже не осуждает, потому что она, ну, более спокойно к этому относится, к этой ситуации, несмотря на то, что этот ребенок, он такой красный, знакомый, да, говорит о какой-то внутренней агрессии. Ну и здесь вот у нас опять карта Овна, да, в 10 секторе может говорить о том, что вы все-таки не уступаете в отношениях, в чем-то вы не уступаете друг другу. И этот раскол между вами может длиться уже давно. И сейчас именно в октябре вы вернетесь опять к этим ситуациям. У всех это могут быть разные ситуации. Кто-то, например, хочет оформить отношения, а другой, например, партнер считает, что сейчас не время, или нет финансов, или еще какие-то вопросы возникают. Кто-то, может быть, делает предложение своей женщине, она отказывает по каким-то вопросам, по каким-то причинам, а может быть, это вообще связано с тем, что у вас просто с партнером разные цели. Вы в браке, допустим, или вы пара, но вы по-разному видите ваше дальнейшее развитие отношений. Например, один человек хочет переехать, другой хочет остаться, кто-то хочет уйти с работы. Ну и вот такие вот довольно важные вопросы жизненные, нету по ним одного согласованного согласия, нету по этим вопросам. И вот это может быть, конечно, причиной не просто для ссор, но и серьезного раскола между вами. Поэтому задумайтесь. А может быть, на самом-то деле глубокая причина не в том, что вы там по каким-то таким бытовым вопросам не согласны, а в том, что вы просто хотите других отношений, да, как у нас вышло по этим картам. Вы хотите уйти от этого человека, то есть вам что-то не нравится конкретно в этих отношениях, и вы начинаете придумывать того, что там он мало зарабатывает, он на мне не женится, он делает мне предложение, или там, я не знаю, что еще может быть, или, допустим, у него или у нее такая работа, я ее почти не вижу, наверное, она не хочет быть со мной, а на самом деле вы сами не хотите здесь работать в отношениях, вам легче уйти, вы думаете, зачем вам это все нужно, и вот такие вообще моменты могут быть, и вам их может особенно принести Марс, и я бы не советовала вам принимать никаких серьезных решений, потому что когда Марс выйдет из своей ретрофазы, вы можете, конечно, об этом пожалеть кто-то, но кто-то и нет. Опять же, да, у всех свой гороскоп, нужно смотреть его и интуитивно чувствовать. Кстати, по поводу интуиции. Здесь у нас выходит вот такая интуитивная карта, ангел. И вот этот ангел, он как раз говорит о том, что есть у вас какая-то творческая такая сторона личности, которая помогает вам пережить вот бытовую вот эту рутину дней. Вы как будто будете уходить туда, в это творчество. Вам, может быть, хотеться каких-то романтических отношений, кому-то творчества, кому-то, может быть, хотеться даже детей, да, потому что это сектор детей у нас еще. И вы вот в этих каких-то романтических мечтах очень туда погружены. Вам приятно быть в каком-то вашем мире грез,
И вы, может быть, вы не хотите сталкиваться с реальностью того, как раз как мы здесь видим, да, то, что у вас в отношениях может быть не все ладно, и критику со стороны, вы, возможно, оправданную критику вы не хотите воспринимать, потому что у вас есть какие-то другие такие интимные, даже, может быть, тайные моменты. У кого-то это может быть и показатель тайных отношений романтических, либо желание их иметь. А что нам 6-й сектор, что 12-й скажет? Ну да, это то же самое, в общем-то, то, что я сейчас и говорила. У многих из овнов есть или появятся в октябре какие-то тайные отношения, какие-то у кого-то конкретно, ну, даже это может быть начаться только с мыслей о том, что вам захочется к каким-то другим берегам, вам захочется иметь такого партнера, который вас понимает без слов, как бы было прекрасно, чтобы вы вместе занимались каким-то творчеством, танцами, музыкой, песней, там, что кто любит, да. Так как здесь у нас символ радуги, скажу тоже, что для кого-то это любовь с партнером в нетрадиционной ориентации. То есть кто-то из вас может начать задумываться об этом, что вы хотите такого партнера найти, то есть отношения с таким партнером вы желаете. Из-за этого, конечно, у вас может не складываться отношения с вашим традиционным партнером тоже, потому что вы в мыслях глубоко в душе вы как бы не здесь, вы куда-то уходите от настоящей реальной жизни, которая вас окружает. А что скажут нам карты из колоды Ленорман, какой совет дадут для овнов? Интересно, возьмем 3 карты. Карта ключ, ребенок, опять, видите, повторяется карта ребенок и мужчина. Ну да, для многих овнов да, хочется обновления ваших чувств, вашей сексуальной энергии, как в душе, когда у нас весна. Вот что-то такое, несмотря на то, что у нас осень, октябрь, у овна будут совсем другие энергии и новых каких-то таких моментов страстных, сексуальных и романтических захочется. У вас будет возможность для того, чтобы это получить. Но это может повлиять, естественно, на ваши отношения с вашим настоящим партнером. Если у вас партнера нет, то тогда не рекомендую вам, встретив какого-то нового человека, сразу стараться перевести отношения на новый уровень. Лучше, наверное, предаваться вот этим радостям романтического характера, да, потому что вам не захочется или вашему партнеру не захочется думать о каких-то обязательствах, да и вам тоже, вот вы как-то будете, вам захочется расслабиться, снять с себя излишние обязательства. И если, например, вы мечтаете о детях, да, то тут тоже возможна вероятность беременности для некоторых. И эта беременность будет протекать очень хорошо. Вы найдете какую-то гармоничную связь с ребенком, почувствуете вот эту связь внутри вас. Поэтому хорошо, прекрасно. Связь внутри вас с ребенком, но, к сожалению, с вашим супругом я не чувствую, что вы такую связь почувствуете. А вот с романтическим партнером, либо кто-то из друзей, может быть, ваших, окажется вам очень близок. Даже такое может быть. Итак, у нас выходит карта. Сама вышла. Это новая луна в знаке Рак. Но я хочу еще одну карту взять. Опять же Рак, да, это стихия воды. Здесь у нас полная луна в знаке зодиака Водолей. Обе карты очень интуитивные. Это когда мы доверяем своей интуиции, да, но в то же время боимся делать какой-то шаг, потому что рак любит закрываться в своей раковине, и интуитивно это он чувствует, да, куда он хочет пойти, но боится делать вот этот шаг. Но опять же, по полнолунию в знаке Водолея, я думаю, что у вас хватит сил, хватит каких-то правильных убеждений для того, чтобы действовать так, как вам нравится. И опять же, Водолей – это что-то нетрадиционное. Вам будет нравиться что-то нетрадиционное, необычное. Вы можете позволить себе что-то, чем вы раньше не занимались. Это может быть как в отношениях, так и в обычной жизни вашей. Так что очень интересно, это какое-то творчество. Для кого-то творчество – это в постели там, с партнером, для кого-то это какая-то платоническая любовь, и
творчество в плане того, что более глубокое понимание красоты, художественной музыки, классики, да, новой медитации, выход на новый уровень, выход в астрал. Вот насколько у каждого человека есть разные, да, сферы занятий, также и у вас. Но определенно что-то очень интересное ждет всех овнов в октябре, так что посмотрим, что это будет. А я желаю вам всего самого замечательного, прекрасного и до встречи на моих новых видео. Всем пока!